Барыш Ардуч для многих зрителей до сих пор остается тем самым Омером из «Любви напрокат». Спокойный взгляд, сдержанная улыбка, образ мужчины, который будто создан для красивой романтической истории. Но если посмотреть на него сегодня внимательнее, становится понятно, за этим экранным образом давно стоит совсем другая жизнь. Это уже не просто актер, которого когда-то полюбили за идеальную химию в кадре. Это мужчина, который прошел через внезапную славу, риск остаться заложником одной роли, исторические проекты, новую волну обсуждений из-за Ханде Эрчил, семейную жизнь с Гюпсиазай и тихое отцовство, о котором он не распространяется. Именно поэтому вопрос, как живет Барыш Ардуч сегодня, звучит уже не как обычное любопытство. За ним скрывается история человека, который научился держать дистанцию между публичностью и личной жизнью. В этом выпуске мы поговорим о нем спокойно, уважительно и без дешевых сенсаций. Вспомним, откуда он пришел, почему «Любовь напрокат» стала для него судьбоносной, как он менялся после роли Омера, что сегодня происходит вокруг его имени, почему проект с Ханде Эрчил снова поднял волну обсуждений и какую роль в его настоящей жизни занимает семья. Барыш Ардуч сегодня – это уже не только красавец из турецких сериалов. Это актер, который пытается жить между славой, ответственностью, новыми ролями и желанием сохранить то, что не должно принадлежать камерам. История Барыша Ардуча начинается совсем не так, как многие представляют себе историю будущей звезды турецких сериалов. Он родился 9 октября 1987 года в Швейцарии. Уже сама эта деталь делает его биографию немного необычной для турецкого актера, которого зрители привыкли воспринимать как часть большой телевизионной индустрии Стамбула. Но детство и взросление Барыша не были похожи на глянцевую картинку. Его семья позже переехала в Турцию, и там началась совсем другая жизнь – школа, спорт, дисциплина, поиски себя и постоянное ощущение, что путь еще не определен окончательно. Важная часть его прошлого – спорт. Барыш занимался разными направлениями, был активным, физически крепким, привыкшим к нагрузке и режиму. Это не просто красивая биографическая деталь. Позже именно эта внутренняя собранность помогла ему в ролях, где нужно было не только красиво смотреть в камеру, но и держать тело, энергию, напряжение. До актерской славы он работал спасателем. И это тоже многое говорит о нем. В его истории нет ощущения человека, который с юности шел по красной дорожке. Наоборот, путь был гораздо более земным – работа, ответственность, обычная жизнь и только потом актерская профессия. И, возможно, именно поэтому зрители так легко поверили в него на экране. В Барыше всегда была не только внешность, но и ощущение человека с настоящей внутренней опорой. Не слишком шумного, не слишком показного, но уверенного в себе. Когда он пришел в актерскую среду, у него еще не было образа большой звезды. Были поиски, первые шаги, обучение, пробы, небольшие роли и желание понять, сможет ли он вообще закрепиться в профессии. Сегодня, когда его имя знают далеко за пределами Турции, легко забыть, что все начиналось не с мгновенного успеха. За красивой картинкой стояли годы, когда Барыш только учился быть актером и еще не знал, что одна роль однажды изменит все. Первые роли Барыша Ардуча не сделали его звездой в один день. И это важно понимать. В турецкой индустрии много красивых лиц, много молодых актеров, много надежд, которые вспыхивают и быстро исчезают. Чтобы остаться, одной внешности недостаточно. Нужно попасть в правильный проект, выдержать внимание зрителей и не потеряться среди тех, кто идет рядом. Барыш начинал с небольших и второстепенных появлений. Для зрителя это могли быть просто эпизоды, но для актера такие роли часто становятся настоящей школой. Там учатся не только тексту и камере. Там учатся терпению. Постепенно он появлялся в разных проектах, набирался опыта, привыкал к ритму площадки. И в этих ранних работах еще не было того большого образа, который позже сделает его любимцем миллионов. Но уже чувствовалась особая манера,
сдержанность, спокойствие, умение не переигрывать. Это качество потом станет его сильной стороной. Барыш не из тех актеров, которые всегда берут громкостью. Его экранная энергия чаще строится на паузе, взгляде, внутреннем напряжении. И для романтических историй это оказалось особенно сильным оружием. В какой-то момент стало понятно, ему нужен не просто проект, а роль, которая совпадет с его типажом настолько точно, что зритель перестанет видеть актера отдельно от героя. Такой момент пришел с «Любовью напрокат». Но до этого большого взлета был путь, который редко бывает заметен публике. Путь актера, который не сразу получил все, не сразу стал первым номером, не сразу оказался на обложках и в фанатских обсуждениях. Именно поэтому его успех позже выглядел не случайной вспышкой, а результатом накопленного опыта. Когда зрители увидели Амера и Пликчи, перед ними появился уже не новичок, а человек, который был готов к роли, способной изменить его жизнь. «Любовь напрокат» стала для Барыша Ардуччи тем самым проектом, после которого его имя начали произносить иначе. Амер и Пликчи был героем, в которого зрители влюблялись не только из-за внешности. В нем было то, что особенно ценит аудитория турецких романтических сериалов: спокойная сила, закрытость, внутренняя ранимость, достоинство и та самая холодноватая сдержанность, которую хочется разгадать. Для русскоязычной аудитории этот сериал тоже стал одним из самых запоминающихся. Многие до сих пор вспоминают Барыша именно как Амера, а экранная пара с Эльчин Сангу для большой части зрителей осталась отдельной ностальгией. Но в этом успехе была и обратная сторона. Когда актер настолько точно попадает в романтический образ, зритель начинает требовать от него продолжения. Не просто новых ролей, а повторения той же магии, того же взгляда, той же химии, того же чувства, будто герой принадлежит не сериалу, а личным воспоминаниям зрителя. Для Барыша это стало огромным подарком и одновременно испытанием. С одной стороны, «Любовь напрокат» дала ему любовь, популярность, фанатскую базу и статус одного из самых привлекательных мужчин турецкого экрана. С другой, создала образ, из которого потом нужно было выходить очень аккуратно. Потому что зритель часто не хочет отпускать любимого героя. Он хочет снова видеть Амера, даже когда актер уже давно играет другого человека. И здесь начинается более интересная часть карьеры Барыша. Не момент славы, а момент после нее. Многие артисты ломаются именно на этом этапе. Они либо повторяют один и тот же образ, либо слишком резко пытаются доказать, что они другие. Барыш выбрал более спокойный путь. Он начал постепенно расширять свой экранный диапазон, не отказываясь от той харизмы, за которую его полюбили, но и не превращая ее в единственный инструмент. Именно поэтому его история после «Любви напрокат» не менее важна, чем сама роль Амера. После большого романтического успеха Барышу Ардуччи нужно было доказать, что он не актер одной роли. Это всегда сложный момент. Особенно, когда зрители уже создали вокруг тебя почти идеальный образ. Любое новое появление начинают сравнивать с прошлым. Любую партнершу с той самой экранной парой. Любой проект с тем сериалом, который когда-то стал частью зрительской памяти. Барыш пошел дальше. Он появлялся в разных проектах, где его образ становился более жестким, более темным, более взрослым. Кузгун, он уже не был просто романтическим героем. Там появилось больше внутренней боли, мрачности, напряжения. Затем были другие работы, включая появление в «Тюкур» и участие «Кулоп». И каждый такой шаг помогал ему постепенно отдаляться от одного единственного амплуа. Конечно, публика все равно сравнивала. У турецких сериалов есть особенность: если зритель однажды полюбил актера в паре, он может годами ждать повторения той же энергии. Но карьера не может жить только ожиданиями фанатов. Барыш оказался в положении человека, который должен был одновременно уважать свою прошлую славу и не позволять ей управлять будущим.
И здесь у него появилась важная черта. Он не стал превращать каждую роль в громкую попытку шокировать. Он менялся постепенно. Не всегда идеально, не всегда без споров, но последовательно. Для зрителя старшего поколения это особенно важно. Такие зрители чувствуют фальшь. Они любят красивую историю, но не любят, когда актер начинает слишком резко ломать свой образ ради внимания. Барыш не ломал. Он взрослел. И это взросление стало особенно заметно, когда в его карьере появился исторический масштаб. Роль в «Эл Парслан» Буюкселкоклу стала для Барыша Ардуча важным этапом не только с точки зрения популярности, но и с точки зрения актерского веса. После романтических историй и современных драм он оказался в мире исторического сериала, где от актера требуется совсем другая энергия. Здесь уже недостаточно быть красивым и харизматичным. Нужно выдерживать тяжелый образ, костюм, физическую нагрузку, сцены с властью, войной, ответственностью, внутренним долгом. Исторические проекты в Турции смотрятся не просто как развлечение. Для многих зрителей это отдельный жанр с высоким ожиданием. Герой должен быть убедительным, сильным и достойным. Барыш вошел в этот формат с более зрелой мужской энергией. Его герой был не романтической мечтой, а фигурой власти и исторической судьбы. Это помогло ему показать другую сторону себя. Не только мягкость, не только любовь, не только красивую пару, а собранность, серьезность, умение держать крупный драматический образ. Для актера это был важный шаг, он доказал, что может существовать не только в мире романтической химии. Он может быть центром большого исторического полотна. Но при этом интерес к его личной жизни никуда не исчез. Чем взрослее становился Барыш как актер, тем больше зрители интересовались, а какой он вне камеры. Как он живет дома. Почему так редко делает из семьи шоу? Что для него важнее, громкая публичность или спокойствие? И в этой части его образ становится еще интереснее. Потому что Барыш Ардуч сегодня – это не только актер с проектами, но и муж, отец, человек, который явно не хочет превращать личную жизнь в бесконечный сериал для публики. Личная жизнь Барыша Ардуча всегда вызывала интерес, но он сам никогда не строил карьеру только на романтических заголовках. Его брак с Гюпсе Азай – одна из тех историй, которые поклонники обсуждают много лет. Гюпсе – не просто жена известного актера. Она сама актриса, сценаристка, человек с сильной творческой индивидуальностью и своим местом в турецкой индустрии. Их отношения часто воспринимают через контраст. С одной стороны, Барыш, которого миллионы зрительниц помнят как романтического героя. С другой, реальная семейная жизнь, где нет постоянной демонстрации чувств на публику, громких признаний каждый день и желания доказывать что-то фанатам. В 2020 году Барыш и Гюпсе поженились. А в 2022 году в их семье появилась дочь Джан Ася. И здесь особенно заметно, как Барыш выстраивает границу между профессией и домом. Он может быть объектом внимания, обсуждений, фанатских фантазий, но семья остается зоной, которую он не превращает в постоянное шоу. Для зрителей это может выглядеть по-разному. Кому-то хочется больше фотографий, больше подробностей, больше публичности. Но в этом и есть особенность его сегодняшней жизни. Он не обязан отдавать публике все. На экране он может играть любовь, страсть, драму и сложные отношения. Но в реальности он выбирает более закрытый формат семейного счастья. И, возможно, именно это делает его образ взрослее. Потому что Барыш сегодня уже не тот молодой актер, вокруг которого строились только мечты поклонниц. Он человек с ответственностью, семьей, ребенком и пониманием, что настоящая жизнь не обязана быть продолжением сериала. Но чем тише он ведет личную жизнь, тем громче иногда становятся слухи вокруг его имени. Новая волна обсуждений вокруг Барыша Ардуча особенно усилилась из-за проектов с Ханде Эрчел. Ханде – сама по себе мощный медийный магнит.
Любой ее проект моментально попадает в обсуждение, а любая экранная пара начинает жить не только в сериале, но и в социальных сетях. Поэтому, когда рядом с ней снова оказался барыш, зрители сразу начали искать химию, подтексты, взгляды, совпадения и скрытые знаки. В «Любовь и слезы» они играли Миру и Селима, пару, которая находится на сложном этапе отношений. Сам проект был турецкой адаптацией корейского хита «Queen of Tears», а значит, ожидания с самого начала были очень высокими. Для барыша это был интересный момент. С одной стороны, он снова оказался в эмоциональной истории о любви, боли и браке. С другой, зритель уже смотрел на него не как на прежнего Мера, а как на более взрослого мужчину, за плечами которого есть настоящая семья и другая жизненная глубина. Но вместе с проектом пришел и привычный шум. В соцсетях начали обсуждать не только сериал, но и экранную химию барыша с Ханде. Для фанатской среды это обычная история. Зритель видит красивую пару на экране и тут же начинает переносить эмоции в реальность. И вот здесь важно провести границу. Экранная химия – это часть профессии. Это работа актеров, режиссера, камеры, музыки, монтажа и сценария. Делать из этого выводы о личной жизни барыша нельзя. Поэтому в этом ролике мы не будем превращать слухи в факты. Можно сказать только одно: проекты с Ханде снова сделали барыша объектом пристального внимания, а его имя вернулось в горячее обсуждение аудитории, которая любит турецкие романтические истории. Но за этим вниманием стоял не только интерес, а еще и сложный период самого проекта. «Любовь и слезы» начинался как один из самых обсуждаемых проектов сезона. Причин было сразу несколько: Ханде Эрчел, барыш Ардуч, адаптация Queen of Tears, ожидание большой романтической драмы и надежда, что зрители увидят новую сильную экранную пару. Но телевизионная реальность часто оказывается жестче ожиданий. Турецкие СМИ писали, что сериал завершился на 7-й серии. Для проекта с такими именами это, конечно, стало громкой темой. Фанаты спорили, обсуждали рейтинги, сравнивали с оригиналом, искали причины, почему ожидания не совпали с результатом. Но здесь важно не делать дешевый вывод, будто короткий путь сериала автоматически означает провал актера. В турецкой индустрии даже сильные имена не всегда спасают проект, если не совпадают сценарий, ритм, конкуренция в эфире, настроение зрителей и ожидания канала. Иногда сериал собирает огромный шум до выхода, но не удерживает телевизионную аудиторию. Для барыша это был не конец, а очередной показатель того, насколько непредсказуемой стала индустрия. Сегодня актер может быть любимцем публики, иметь большую фан-базу, работать с популярной партнершей и все равно оказаться в проекте, который живет меньше, чем ожидали. Именно поэтому этот период в его карьере интересен. Он показывает не только славу, но и давление. Барыш Ардуч сегодня находится в точке, где каждое новое появление сравнивают с прошлым. Если проект успешен, говорят о триумфе. Если проект быстро закрывается, начинают искать виновных. Но карьера зрелого актера не состоит из одной победы или одной неудачи. Гораздо важнее то, как он выбирает следующий шаг. И таким шагом стал более темный, жесткий и неожиданный образ. Десет Бей показывает барыша Ардуча с другой стороны. Это уже не легкая романтическая история, не привычный образ красивого мужчины в любовной драме и не исторический герой в большом костюме. Здесь атмосфера другая, более темная, более напряженная, более взрослая. Prime Video указывает проект как историю в жанре экшен, драма и дарк. В актерском составе рядом с барышем Туба Бюйкустюн, а это уже само по себе привлекает внимание зрителей, которые следят за сильными турецкими именами. Для барыша такой проект важен по одной простой причине – он расширяет восприятие. Когда актера слишком долго воспринимают как романтический идеал, ему нужны роли, которые позволяют выйти из мягкого света и показать более резкие грани. Не обязательно ломать образ. Достаточно добавить к нему новую глубину.
Десет Бей дает именно такое ощущение. Барыш пробует пространство, где есть опасность, стиль, холодная энергия и другой тип мужской харизмы. Для зрителя это может быть непривычно. Но для актера это необходимо. Потому что оставаться только тем самым красавцем слишком удобно и слишком опасно одновременно. Чем старше становится барыш, тем важнее для него не просто нравиться, а быть интересным в разных жанрах. И если смотреть на его сегодняшнюю жизнь шире, становится понятно, он уже давно не живет только воспоминанием о старом успехе. Он двигается между прошлой славой, семейным спокойствием, новыми вызовами и желанием доказать, что его карьера не закончилась на одном легендарном образе. А значит, вопрос, как он живет сегодня, касается не только дома и семьи. Он касается того, каким актером барыш хочет быть дальше. Сегодня Барыш Ардуч живет в очень интересной точке своей карьеры. С одной стороны, у него есть то, о чем мечтают многие актеры: узнаваемое имя, огромная зрительская база, роль, которую помнят годами, уважение к его внешности, стилю и экранной сдержанности. С другой стороны, именно такая слава создает давление. Зритель хочет снова пережить старые эмоции. Фанаты хотят идеальную пару. Соцсети хотят поводов для обсуждений. Медиа хотят громких заголовков. А сам человек, возможно, хочет просто жить, работать, быть мужем, отцом и выбирать роли без вечного сравнения с прошлым. Барыш сегодня выглядит как человек, который не пытается каждый день доказывать свою популярность. Он не строит вокруг семьи бесконечное шоу. Не превращает личную жизнь в постоянную рекламу. Не отвечает каждому слуху громким заявлением. И в этом есть его особая позиция. Он может быть в центре внимания, но не растворяться в нем полностью. Может играть любовь с одной из самых обсуждаемых актрис Турции, но при этом оставаться человеком с реальной семьей за кадром. Может переживать сложные моменты проектов, но не превращать их в публичную драму. Для нашей аудитории Барыш интересен именно этим контрастом. На экране красивый, сильный, сдержанный герой. В жизни человек, который взрослеет, бережет личное пространство и постепенно выбирает более разнообразные роли. И, возможно, его главная история сегодня не в том, насколько он богат, где живет и какие машины любит. Главная история в том, что он пытается не остаться только воспоминанием о прежней славе. Барыш Ардуч сегодня – это мужчина между прошлым образом, настоящей семьей и новой профессиональной главой. Если вам интересны такие спокойные, честные и уважительные истории о турецких актерах, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайк, если выпуск был для вас интересным, и обязательно напишите в комментариях, каким вы больше запомнили Барыша Ардуча, как Амера из «Любви напрокат», как Алпарслана или как актера, который только сейчас выходит на свою новую зрелую высоту.